Всем привет! С вами Аристократ, и это наша рубрика о фигурках, в которой мы рассказываем и показываем вам классные фигурки от разных производителей. Сегодня распаковку мне будет помогать делать представитель оргкомитета выставки «Большая полка» Тифнут. Всем привет! Сегодня в нашем выпуске мы продемонстрируем вам фигурку выжившего, Та-дам! в силовой броне Т-45 из всемирно известной игры Fallout 4. В игре «Силовая броня Т-45» была разработана и произведена американским оборонным подрядчиком компании Вестек для армии США. И, собственно, являлась первой силовой броней, которая была успешно применена в бою. Перед тем, как приступить к распаковке, я знаю, что какой-то был небольшой косяк с коробкой. Да, на самом деле, это было большим сюрпризом после того, как мы получили эту силовую броню, в принципе. Во-первых, хочу сказать то, что мы не ожидали получить ее настолько скоро, ввиду того, что компания Трезира, можно сказать, что уже славится своими переносами. Ну и, собственно, мы, конечно, радовались как малые дети, но был небольшой действительно косяк, который нас немного сбил с толку. Если посмотрите внимательно, да, то есть самая главная коробка, вот, собственно, здесь, в принципе, все видно, ничего говорить не нужно. Но... Здесь просто не залит клей или... Не то, что не залит клей, он был залит, но упаковщик, когда упаковывал эти две составные части внутрь главной коробки, он повредил вот эту вот часть, то есть клей отошел, и он вместо того, чтобы загнать паз, собственно, в главную коробку, он загнал ее непосредственно в коробку самой фигурки. И тут мы, конечно, немного понервничали, потому что... Фигурка могла просто оторваться. Да, она могла не то что оторваться, даже, в принципе, как бы мы любим упаковочные коробки, да, то есть для нас это тоже, как для коллекционеров, составляет определенную ценность, поэтому мы реально так немножечко занервничали, боялись повредить. Ну, хорошо, что сама фигурка повреждена, поэтому я думаю, что мы приступим к распаковке. Да, давай. Коробка весьма внушительных размеров из плотного черного картона. На лицевой стороне мы видим голографическое арт-изображение части брони, логотип игры, название самой брони Т-45, а также знак с указанием того, что наша версия эксклюзивная. На обороте все тот же арт, но уже только шлем с лого и маркой брони. Логотипы компании Trezero и предупреждение о том, что продукт не предназначен для детей и имеет ломкие и хрупкие детали, находятся на одной из боковых сторон. Самое интересное в данной коробке – ее конструкция. Она состоит из одной большой части футляра, в которую помещены две отдельные, более тонкие коробки. Так, как она достается? Давай, я давлю вот этот паз. Ты выдавливаешь, а я как бы пытаюсь ее страховать. Тяни. Тяни. Опа, отлично. Здесь, по сути, две коробки, Да, да? то есть две составные части, то есть понимаете. Переложенные. Ага. Вот, кстати, видно фигурку. Ну и, собственно, непосредственно сама силовая То броня. есть вот эта фигурка выжившего с компонентами и силовая броня. Сколько я знаю, это эксклюзивная версия, да? Вот этот, по-моему, пулемет не давался в эксклюзивной версии. Совершенно верно. Ну и, собственно, мы сначала недоумевали, почему они сделали так, что силовую броню поставили отдельно, сделали для нее отдельный короб, да. Но потом со временем стало известно, что как бы планируется выпуск остальных частей. И для удобства хранения, чтобы достал, сложил, убрал и забыл. Компания Trezero сделала уже анонсы следующей брони Т-60, как бы, и будет еще, то есть будет еще комплекты брони, которые будут надеваться на эту фигурку. Совершенно верно. Невероятная модель, почти 37 сантиметров в масштабе 1:6. Да, и предзаказы открывались в январе этого года, но самым неожиданным, пожалуй, было то, что Трезира стала рассылать нашу ненаглядную фигурку неожиданно для всех в августе месяце, хотя обещали совершенно как бы другой период времени, но мы безмерно рады, потому что мы можем показать его на нашей выставке. Так что, действительно, это настоящий подарок нашему юбилею. Да, и стоимость фигурки, собственно, составила практически 400 баксов. Ну что, я думаю, надо переходить к фигурке. Да. Давай сначала рассмотрим непосредственно выжившего. Так.
Все бережно упаковано. Покажи с другой стороны. О, Тут даже инструкция есть. Вот так инструкция лежит. Да. Скотча вроде нет. Нет? Внутри также все практически переложено полиэтиленом. Так. Да. Здесь у нас наживший. Самый эксклюзивный пулемет. Да, ружье. Тоже шло ко всем версиям, да? Да. Вентиль с магнитом. Баллоны. Это, собственно, все составляющие первой коробки. Так, ну что, распаковываем? Да, я думаю, давай сюда. Аромат. Новые фигурки. Прям, да. Так, разберемся, куда это все. Давай посмотрим его поближе на крупных планах. Базово фигурка одета в костюм убежища 111. Поверх которой надет каркас силовой брони, на который в свою очередь крепится непосредственно сама силовая броня, в нашем случае Т-45. Фигурка имеет 35 точек артикуляции, часть из которых пошла на пальцы на киберкистях и огромные ступни. Правда, голова особой подвижности не имеет, разве что по сторонам посмотреть может. Но есть и минус. При попытке согнуть или разогнуть руки или ноги сочленения выдают жуткий треск, создается ощущение, что ты что-то сломал. В целом, детализация и проработка каждого элемента фигурки невероятна. На спине каркаса есть специальные магниты для присоединения кислородных баллонов, к которым в комплекте идут шланги, и вентиля, для которого создатели не поленились и сделали вынимаемый ядерный блок. Фигурка в базовом каркасе будет прекрасно смотреться с идущей в комплекте лазерной винтовкой. Ну что, про фигурку основную мы немного рассказали, давай покажем броню. Такая же коробка по размерам с комплектами брони. Что? Открываем тогда? Блистер без скотча. Так, Ну что, давай, начнем? выложим, наверное, да, все. Ядерный аккумулятор. Масса трубок. Всё, да? Да. Вот это вот, собственно, силовая броня, которую мы сейчас будем на нашу фигурку, видимо, одевать. Комплект силовой брони Т-45 выполнен из пластика, но выглядит довольно солидно благодаря неплохому покрасу. Детали торса крепятся на магнитах, расположенных на каркасе спереди и сзади, и на плечах защелкиваются друг в друге. На спине есть паз для вентиля с ядерным блоком, который может быть зафиксирован, а к баллонам, как и в случае с каркасом, можно присоединить отдельно идущие в комплекте шланги черного цвета.
На руки и ноги части брони крепятся только за счет соединения друг с другом, и надо сказать, что это весьма непросто. Детали не сразу встают в пазы, с трудом соединяются, и в ряде моментов приходится применять силу, чтобы что-то собрать. С легкостью надевается только то, что крепится к каркасу на магнитах: торс, щитки на ступни, наплечники и вентиль. Голова с небольшим усилием заменяется на шлем, на затылке которого есть щиток с отсеком для батареек. К слову, батарейки в комплекте не идут, а нужны они для того, чтобы можно было включить фонарик. В полном обмундировании фигурка смотрится массивно, а эксклюзивный вариант дает возможность поставить ее на полку с крутым миниганом в руках. Очень крутая миниатюра, такая прям фундаментальная. Даже не сказал бы, что это фигурка, это, скорее всего, больше даже напоминающая статую. Потому что поставил и наслаждаешься. Действительно, поставил, наслаждаешься и не дышишь. Собственно, на самом деле, как я уже говорила, это действительно большой сюрприз, то, что мы получили его вот буквально не так давно, и то, что он успел к нашей выставке, потому что это будет, наверное, действительно фурором, то, что наши... На выставке люди смогут на него посмотреть да, воочию. воочию. То есть, как бы увидеть, посмотреть фанатов очень много, и как бы, мы даже еще не писали в анонсах, где-то не анонсировали, что он будет. Действительно будет как бы такой вот нашей фишкой. Слушай, а что еще будет на выставке? Что еще можно Ой, увидеть? у нас на самом деле очень много тематических разделов, то есть помимо массы аниме-фигурок у нас будет и раздел кукол, то есть и раздел различных других авторских фигур от маленьких компаний, которые тоже мы хотим уже представить на этом рынке, на рынке коллекционеров России, чтобы тоже понимали, что еще можно действительно То коллекционировать. есть и 3A, и сайт-шоу. И 3A, и сайт-шоу, собственно, вот первый представитель Трезира будет, потом мы расширяем зону 18+, опять же, то есть это, даже не будем говорить, что там будет, приходите, посмотрите, потому что это что-то интересное. А потом решили уйти от прошлого года, в этом году мы выставляем только японских шарнирных кукол, тоже потому что было много, как сказать, просьб, покажите нам только то, что из Японии. Это тоже весьма такая вот фишка, которую нужно показать и смотреть. Собственно, в этом году у нас добавляется второй конкурс. Помимо конкурса «Гараж Китов» у нас будет конкурс «Диорам с андроидами», потому что пользуется популярностью. Действительно, ну, в общем, много на самом деле интересного. И то, Все чем... это люди могут увидеть на... Да, и самое важное, то есть люди могут не только увидеть, но и услышать. То есть мы не просто это показываем. То есть я планирую какие-то новые лекции. Да, новые лекции, мастер-классы, презентации. То есть то, что люди будут слушать, смотреть и действительно понимать, в какой мир они могут попасть. Слушай, Вот ну это так. очень здорово. В какие даты? Давай расскажем, что когда могут люди Да, всё это по посмотреть. датам. С этого года мы переехали на сентябрь. То есть выставка у нас будет проходить стабильно 2 дня, 17-18, суббота, воскресенье. Юбилейная выставка, большая Юбилейная, полка. да, немаловажно, все-таки это 5 лет, и мы удивляемся, что 5 лет пролетели так быстро, столько много всего сделано, то есть мы столько достигли, новые проекты, новые договоренности, то есть новые люди, в общем, здорово. Ну, естественно, благодарим всех наших посетителей, друзей, партнеров, то, что нас поддерживают, поэтому приходите, радуйтесь. 17-18 числа. 17-18 сентября. Мы там, конечно же, тоже будем делать репортаж с этого мероприятия, все вам Мы на это очень рассчитываем. расскажем и покажем. Да. Ну что, на сегодня у нас все. Ставьте лайк видео, подписывайтесь на канал. Мы и дальше будем радовать вас охрененными фигурками. Да, и приходите на выставку. Всем пока!